Приехали. Всем привет. Ну что, Ларри пес оказался на новой рыбалке. Весь чумазый уже. Наловил себе лягушек на завтрак. Но я, пожалуй, откажусь от такого перекуса. В общем, целый месяц мая мы не были на рыбалках. Потому что была погода нелетная совсем. Такие вот черные тучи каждый день висят над головой. Утром ливень, днем ливень, вечером сильный дождь, ночью просто дождь. Вот сегодня более или менее распогодилось, мы сразу вылезли из-под коряги, дунули на рыбалку. Ну, все еще ветер дует сильный. Ну, думаю, спрячемся. В интересное место сегодня поедем, где высокие овраги, обрывы, выше, чем вот эти вот раза в 4, наверное. И там от ветра мы укроемся. Ну, от дождя уж, думаю, не растаем, да? Что ты ешь тут опять? Люди тут отдыхают, что-то оставляют после себя. Сейчас мы тебя спрячем, чтобы ты не съел всю эту заразу. Ну, а я буду собирать лодку, вещи накачивать. Мы сегодня с ночевкой будем сидеть ждать ночного леща. Спать, может, я и не буду даже. Палатку поставим, чтобы вещи спрятать от дождя. И будем сидеть караулить рыбу. Давай собираться. Поплывем. Вот там вот сиди, обсыхай. А я буду, наоборот, потеть. Все это перетащить надо. Сапоги взяли на всякий случай. Может, там грязюка по колено. Опа, лодка. Наконец-то дождались мы лодочного сезона. Теперь можно и на лодке, и на моторе, и на кучу удочек рыбачить. О, легкая такая лодка. Оказывается, это я, наверное, сильнее просто стал. Точно. Насос. Ну, лодка должна быть как новая. Дома я ее накачал, посмотрел, вроде не спускает. Поплавал в огороде по земле. Вроде плывет. Опа. Так. Надо накачать, наверное, сначала. Не плачь, Ларри пес, сейчас поедем. Целый год ждал, тут подожди 5 минут. Хотя тут не 5 минут, подольше. Я все хочу электромотор. Ой, электронасос. Но потом вроде приходишь на берег, стоишь себе, потихоньку накачиваешь. Дышишь воздухом свежим и ничего. Ну, мы тем более не торопимся почти никогда. Сегодня главное место прикормить, к вечеру все приготовить и сидеть уже ночью и утром завтра. Вода еще холодная такая, не прогреется никак. Обычно-то я летом босиком по воде хожу, все нормально. Сейчас босиком походишь и утром не проснешься уже. Так, все, ручки, ножки прикрутили. Сейчас, Ларри, собака. Вещи кидаем и плывем. Садок тоже возьмем. Кто знает, что там за рыбы живут. За шишками съездили в лес после дождичка. Люди за грибами ездят, а мы вот за шишками. Мешок собрали, будем сжечь ночью. Ну, вроде все. Все, оставь корягу. Отправляемся в путь. Опа. О, как хорошо на воде. Красота. Вон рыбки даже плещутся. О, правда мелкие, нам такие не нужны. Но ничего. Это ж только начало рыболовного сезона. Тут мы на лодке, по-моему, с тобой еще и не плавали даже. Сейчас засядем в укромное местечко. Тут уже недалеко. Главное, чтобы оно не занято было.
Но там вроде как подхода никакого нет с берега. А на лодках тут раз в 100 лет кто-нибудь плавает, может быть. Вот эти коряги, сколько тут блесен было оставлено мною. Когда я еще с берега рыбачил, лодки не было. А сейчас я в основном с лодки кидаю, чтобы можно было отцепить. А раньше все рвал вот об эту деревяшку. Нет, 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 нет. Все обошлось. В этот раз мы не утонем. А, тут вот что я забыл. Настоящий птичий базар. На этом овраге птички делают норы себе, гнездятся. Так что мы сегодня с ними будем по соседству сидеть. Ё-моё, а там как раз и ветер, смотри. Так бывает. Тут все тихо, а там волны. Ну ладно, может еще затихнет или ветер поменяется. Подплывем к птичкам, посмотрим, что у них там происходит. Вон сколько, все в дырках, в норках. Это стрижи видно? Или ласточки, береговушки? Нет, 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 Ларри. Тут глубоко. Вот где-то здесь яма должна быть, я зимой видел. И тут мы предполагаем, что должен сидеть лещ и густера. Их-то мы и будем сегодня ловить. Ну как тут берег? Пойдем посмотрим. Оп. Да, хорошо, что я сапоги взял. Ё-моё. Вроде песок, а проваливаешься. Прям в эту трясину. Ну еще после дождя, наверное, все размякло. Где-то здесь, если мы с тобой раскинем палатку. Ага. А здесь у нас будут удочки. Так. Сейчас самое необходимое возьмем. Самое необходимое все надо брать. Даже миску твою пустую. Ох, меня засосало. Опасная трясина. Почему мы с тобой всегда находим грязь какую-то? Я вылезти не могу. Ну, после таких дождей трудно найти место, где сухо и чисто. Поэтому сгодится и такое. Главное, чтобы рыба была. Вот так вот я буду сидеть. Тут везде утонешь с этим стулом. Подожди. Нет, это для меня. Вот так вот. Раньше как рыбачили? Велосипед взял, одну удочку в руку, червяков в карман насыпал, и все, и на рыбалку поехали. Сейчас надо и стульчик взять, чтобы посидеть, палатку, чтобы полежать. Собака раньше бежала за велосипедом просто 20 километров. Сейчас собака, понимаешь ли, хочет на лодке плыть. Так, ну что, мы удочку достанем. 3 удочки у нас сегодня будет. Точнее, 3 закидушки и удочка поплавочная. Ну, пока предварительно вот так вот. Раз, два, третий вот сюда вот. Во. Все, не вытаскивай обратно. Что, замесим прикормку пока. Червяки тут. Без нас не начинайте. Отварил перловку. И смешаем ее вот, ну, с обычной прикормкой. Казенный лещ, подлещик, густера. Крупный лещ для крупной рыбы. Вот это нам подходит. Крупная рыба нам нужна. Ну, такая чуть недоваренная перловка. Просто чтобы пахло. Нет, это все рыбам. Чтобы пахло, привлекало леща. И на кукурузу будем пробовать тоже.
рыбачить. Главное, чтобы лещ тут был. Но я его ловил выше по течению, туда на километр, наверное, выше. Поэтому тут он точно должен быть. Да? Да. Ох, пахнет тортом. Или тортом. Тортом пахнет. Тортиком, короче. Лещ будет доволен. Я хочу вот такие вот комочки скатать и покидать их в примерное место ловли. Вот напротив того вон кустика. Все 3 удочки будем забрасывать. И прикормку туда же. Ну, остальное так кормушками перекидаем. Все, прикормку не есть. Ларепёс еще линяет. Каждый день по пол ведра с него снимаю шкуры. И все равно вырастает новые на следующий день. Так, ну что, попробуем закинуть первую удочку. Посмотреть, что тут вообще за глубина. Такое дальнобойное удилище у нас. Не для такой речки, конечно, маленькой. Но на большую речку мы сегодня не рискнули поплыть. В такой ветер далеко не уплывешь. Зато можно глубоко уплыть. Так, начнем с червячков, да? Они у нас всякие разные есть. Вот тут живые вообще. И да. И вон они, красные, белобрысые. Всех будем пробовать. Побежит сейчас. Соскучился по удочкам. Вон туда. Первая есть. Глубина. Глубина хорошая. Ну, 2,5 метра, наверное. Все, ждем поклевок. Сейчас еще каши кинем. О, что-то уже клюнуло, смотри. Тихо, тихо, тихо. Неужто клюет? Или это ветер так дрыгает? Вроде поклевка была. Пока пусто. Ну, может, кто-то мелкий там подошел. Начинает нюхать потихоньку. Но это хороший признак. Что-то мы сегодня с тобой можем поймать даже. Тут же еще птички летают сейчас низко над водой. Вот они могут тоже леску задевать. Там всяких букашек ловят. Ну, вроде как ночью стихнет ветер, будет хорошо. На завтра совсем тепло уже будет и без ветра почти. Пока будем все подготавливать. У нас еще 2 удочки на очереди. Вон сколько их. Целая туча. Вылетели. Ну, птички поют. Кажется, они рады нашему приходу. Ну что, вот наш первый улов на сегодня. Уже густера клюнула так быстро. Я вторую удочку забросил. И вот она тут как тут. Не крупная, а такая с ладошку. Ну, начало положено. Что, можно и садок забросить? Раз у нас такой клев пошел. Ладно. Пока так пускай. У нас уже вторая поклевка.
Ну не, только не вот эти вот. Если они сейчас придут, они жить не дадут. Давай, плыви. Малявка. На белобрысого червя клюнул. Может, не надо его надевать? Все, запульнули все 3 закидушки. Можно присесть, пожалуй. О. Ждем поклевок. А вот и поклевка. И вроде нет никого. Неужто малявки эти набежали? О, сидит. Действительно. Но это не окунь, к счастью, это густера. Чуть помельче, чем та. Возьмем, что, съедобная густера. Вот давай в садочек. Вот туда. Вот это да, я не ожидал такого клёва. Едва успеваю все делать. Это у меня тут по одному крючку. Только на 1-2. Так вот Ларри сидит, караулит поклевки. Да, ты. Который достаточно часто, кстати. Вот только сейчас затишье небольшое. Сидит. Это вроде ёрш. Ну, здорово. Давно не виделись. Зимой виделись последний раз. Отпустим, да, такого? Больше не приходи, ёрш. Зимой мы, конечно, радовались и ершам. Но сейчас хочется чего-то посолиднее. Ну, если эта мелочь будет клевать, насадим кукурузу. Будем ждать крупную рыбу совсем. Но это уже ближе к ночи. Пока так. Червяков помучаем. Просто вытащили удочку, а там плотва сидит. Не проявляет признаков жизни никаких. Возьмем. Довольно крупная. Что происходит? Я ничего не успеваю. Клюет одновременно на все удочки. Правда, пока мелочевка в основном. Это видно после нерестовый жор у рыбы. Ну, густеры, плотвы. Ну и окунь с ершом заодно тут пришли. Все вроде отнерестились, кроме сазана уже. Сазана после 15 июня можно будет ловить. Вот это мы грязюку тут намесили. Ветрище поднялся. Зато комаров нет. Их весь май не было. Потому что было холодно. Вот они только-только стали из берлоги вылазить. А тут бац, еще и ветер. Тянем кого-то мелкого. В общем, я кукурузу буду доставать. Потому что вот это вот клюет каждый раз. Рыба. Пусть плывет. Напялю сюда 2 кукурузины и пускай лежат. Ждут леща крупного. Такая вот кукурузина сладкая. В том году на нее хорошо ловилось. Ловился лещ, карась. Сазана даже удалось. Даже сама удалось поймать на кукурузину. Но это на большой реке. И здесь, конечно, такого не будет. Но если что-то клюнет, то уж явно не ёрш или окунь. Что-то покрупнее. На червяка даже ждать не надо. Опускается и сразу поклевка. О, вроде густера на этот раз. Да. А там ямка, и она там вся стоит, рыбка. Это мы хорошо сделали. Закидали туда корм. Теперь у нас будет там много густеры.
А может быть и леща. Вот что поймали. Эх ты! Давай. Ну хватай, что ты. Ну, рыба, мы тебе шанс дали. Ты не уплыла. Теперь живи тут. Все, 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 оставь. Ох, болото. Такого клёва давно у нас не было. Хотя мы и не рыбачили уже 100 лет. Зимой понятно. Зимой надо какие-то другие места искать. Более популярные. То мы ездим туда, где людей нет. Ну, там и рыбы нет. Ну, а где люди, как на базаре, тоже сидеть не хочется. Ну, а тут прям отлично. И место такое дикое. Хотя тут раньше, кажется, пляж был. И вот можно было нырять даже. Ну, сверху не знаю. Может, кто-то и нырял. Но можно и сейчас прыгнуть один раз. Но раньше, по-моему, да, тут пляж был. Вот это все было свободно от деревьев. Сейчас все зарастает. Так, Ларри пес. Ну, ждем еще одну густеру. Густера же ночью клюет. Не помнишь? Лещ точно клюет. Но его тут может и не быть. Вообще планирую всю ночь сидеть на стуле и так вот рыбачить. Но если густера будет клевать, то это замечательно. Потому что окунь точно не клюет ночью. Ёрш тоже вряд ли. Ну, полетели. Чё, надоело уже бегать? Скоро ты устанешь и будешь лежать. Я буду ловить рыбу. Да, вот мы с тобой чумазые, конечно, приедем. Ну ничего, чистый приехал с рыбалки, считай, не рыбачил. А так в грязи, но и в чешуе, зато с головы до ног. Ладно, закину третью удочку с кукурузой. Тоже в ту яму запульну. Раз там густера сидит, то пускай клюет. Да, прикормки у нас осталось. Конечно, есть еще один пакетик, но он на ночь рассчитан. Ты что ли съел все, я не понял. Или рыба? Ой, бубенец улетел. Но зато кто-то клюнул. О, густера. Похоже, они разогнали всех этих мальков. Пришла густерка. Вот это самая крупная на сегодня. Пищит, что-то говорит. Вот такая рыбина. Или это лещ? Нет, вроде это густера. У леща глаза поменьше, а у густеры они прям на всю голову такие огромные. Давай, плавай. Ух, птичек сколько. Я один раз зацепил такую птичку. Забрасывал, она летела, в леске запуталась. Вот такой у меня улов был. Сидел, распутал, потом... У нас кто-то на кукурузу позарился. Вот это да. Я смотрю, дергает, дергает. Все сильнее, сильнее. Но это густера, наверное. О, плотва крупная. Вот такая вот плотва. Заглотила кукурузину. Так что смело можно на кукурузу рыбачить. Я думал, только крупняк клюнет, но нет.
Будем ловить плотву. Еще попалась на кукурузу плотва. Погрызанная какая-то. Кто ее так тяпнул? Щука, может. Но больше тебя никто не тронет. Ларри, куда поехал? Пойдем, дело есть. Вот тут сейчас попробуем приготовить место. Это ты? Наверное, да. Попробуем приготовить место для рыбалки. Здесь по суше. А то в грязюке сидеть всю ночь как-то неинтересно. Да что там такое? У тебя хвост такой длинный, что ли? Посадил, кстати, на все закидушки кукурузу. Ну, мальки, потому что не дают покоя. А так либо плотва, либо ничего. Вот сюда вот стул воткнем. Я буду сидеть всю ночь. Вот так вот. Вот это красота. Тут потому что такое болото уже намесили. Теперь тут будем месить. Что-то давно мы не ловили никого. Видно, кукуруза не пользуется пока еще популярностью у рыбы. Раннее лето совсем. Будем на червяка опять переходить. Ну вот. Немного раздербанили ее, но там никого такого крупного нет, чтобы он мог ее заглотить полностью. У нас еще опарыши, оказывается, есть. Можно будет на них попробовать. Ну, пока так вот по старинке. На червячка. Фух, среди огромного количества малявок, которых мы отпускаем постоянно, вот первый подлещик попался. Такой, чуть крупнее ладони. Самая крупная рыба пока на сегодня. Берем. У нас тут солнце уже уползло за гору. Потемнело немного. Я тягаю этих мальков. Каждые 2 минуты клюют. Вот первый кто-то покрупнее клюнул. Подсак не помешал бы нам. Тихо, парень. Давай я сам. Я сам узнал. Вот это улов. Я даже не думал, что тут такие водятся. Слушай, это прям отличный лещ. Это уже лещара попался. Вот такой вот. Крупный подлещик, можно сказать. Теперь этот самый крупный на сегодняшний день. Вечерний лещ пришел, в общем. Не знаю, много их там или нет будет. Прикормил посередине, а лещи ловятся там вот слева. Интересно. Надо и вторую удочку туда запульнуть. Ну как ловится? 2 штуки только пока попались, может и не будет больше. Тут одной птичкой меньше стало. Какой-то амбал, огромный хищник прилетел. Схватил одну и улетел ее кушать. Птенец там будет сидеть, ждать еду. Ну, птенцов чужих не бывает, да? Кто-нибудь накормит его. О, комарики появились. У нас от комаров ничего нет, кроме печки. Ну, печка — это такое средство ультимативное. Если поджег, то все, комаров не будет. На шишках особенно они хорошо дымят. Печку зажгем скоро и поставим заодно воду кипятиться. Будем сегодня готовить ужин вкусный. Да уж, хотели тут сделать чистое место.
сухое. А получилось как обычно. Тут вообще есть территория, которую мы еще не загадили. Ну, а тут достаточно сухо. Я просто думаю, палатку ставить или нет. Ставить или нет, Ларри-пес, палатку? Ладно, буду сидеть, наверное, ночью. Если уж совсем будет скучно, не будет ловиться, то придется вздремнуть, чтобы на утро были силы ловить леща. Ну, пока затишье, кажется. Временное. Пойдем печку подожгем, попугаем комаров. И вода пусть кипятится у нас. Ты чё чумазый такой? Мыться-то будешь? Или тебе так нормально? Надо тебя с мылом будет как-нибудь помыть. Рыба нам даст уйти сегодня? Ладно, пусть клюет. Пойдем. Так, что нам надо? Вода. Водичка. Есть. О, клоп. Вонючий. Ох, вонючий какой. Давай туда его. Шишки. Кастрюля для воды. О, может тебя накормить сразу? Давай, чтоб ты в рот не смотрел. Сейчас мы тебе навалим полную миску. Такие вот куриные шеи я ему в последнее время даю. Он их с удовольствием ест. Пас. Молодец. Сейчас мы их с кашей перемешаем. С углеводами. Нет, нет, нет. Ожидай свою очередь. Жди. Ларри, жди. Что-то уже все. Я пока шишки разогрею. Клев совсем прекратился. Ну, какой-то вечерний клев был, но совсем короткий. Может, еще ночной будет. Крутится. О, даже вертится. Так, надо вспоминать, как это все делается. Как-то так. Такая бывалая уже печка у нас. Шишек, ну, должно хватить на ночь. Крупная шишка. О, какая. Да, комары уже одолевают. Все, нет больше комаров. Все, наелся, можно и поспать теперь. Поклевка. Что, надо сходить, наверное. Может, лещ пришел. Кто-то сидит. Лещ. Густера мелкая. Тоже ничего. Смотри, значит, кипятим воду. Потом насыпаем рожки. Они у нас варятся. Потом мы их бросаем на сковородку. Они у нас жарятся. Потом мы их удобряем еще тушенкой, перцем красным. Ну, этим болгарским. Где он? Такой вот перчик.
Ну и там всякую мелочевку. Чеснок, если я его не забыл. И можно будет перекусить вкусно. Сейчас заправим печку до отказа. И пойдем перекинем закидушку. Кто-то клюет еще, оказывается. Ну, лечь-то с густерой, наверное, будут вечером, ночью. Фух. На них весь расчет. Вода вскипела, пока мы там ковырялись с удочками. Ну, что-то один раз клюнуло, и пока все. Такие вот макароны засыпем. Че, хорошо тебе? Комары не кусают, да? Он тут зайца ел недавно. Мы зайца поймали. Ну, как поймали? На дорогу выбежал ночью под машину. Какой-то удар почувствовали. Вышли поглазеть. Там заяц лежит, остывает. Ну, мы и взяли его с собой. Че добру-то пропадать? Клюет. Ого, вот это поклевка. Ой-ой-ой, это что-то хорошее. Давай, давай к нам. Опа! Не успеваю иногда эти погремушки снимать. Сейчас, Ларри, пес, мы его в садок. Погоди, погоди. Не мучай рыбку. В садочек его. Вот у него там товарищи есть. Давай. Фух. Продолжаем кашеварить. Пока рыба, давай, отдыхай. Мы тоже взяли перекур. Ну так вот, зайца-то в кастрюле сварили, Ларри пес его жевал целую неделю. Вкусный, да, заяц был? Крупный такой, я думал даже. И не воются они у нас. Они воются, еще и прыгают под машину. Но это наш последний заяц, скорее всего, был. Первый и последний. Мы охотой точно не будем заниматься. Так вот, если еще одного только сшибем. Ну, елки-палки, на кукурузу теперь клюет. Но вроде не попался никто. Пускай клюет дальше. Мы сварим, нет, когда-нибудь макароны. Надо пустые крючки оставить. Все, пойдем. Ну что, давай на сковородку плюхнем. Да ё-моё, опять клюет. Умел бы ты подсекать рыбу, Ларри, собака. Хотя он видит поплавок, когда теребонькается, начинает бежать, паниковать, проявлять активность. И на колокольчике вот тоже бежит. Наверное, как-то можно научить собаку хватать в зубы и подсекать удочку. Но это надо терпения огромное количество. У меня столько нет. Сейчас темно уже. Я обещал показать. Там попросили меня, как мы учили команду обход. Ну, это уже завтра покажем. Темно, кстати, да, надо фонарик протестировать. Как он светит. У меня 5 фонариков уже было, и что-то все не то. Ну, вроде светит. Первый светил недалеко, второй тускло, третий вроде и далеко, и даже ярко, но всего лишь полчаса. А дальше со спичкой ходи. Посмотрим, как это будет. Еще одна плотва попалась. Но пока не до закидушки этой, пускай лежит. Главное, чтобы макароны у нас не превратились в уголь. А то я буду голодный. Плюхнул я сюда тушеную индейку. Немного осталось. Пойдем Ларри пёселю отдадим. Зайца ты уже съел. Вот тебе индюк. Брал еще чеснок, да он смылся куда-то. Ладно. Посолим, да перца нарежем. Все готово, в общем-то.
Вот это ужин у меня будет, а, ларь-пес, с перчиком. Наконец-то погода хорошая, можно посидеть всю ночь на природе, а то никак не могли выбраться. Дождь все лил и лил. И сегодня с утра был. Я уже думал, опять придется откладывать. Ну вот распогодилось. И вода, похоже, вообще не прогреется. Она и так-то бывает, ну, прохладная летом. А этим летом уже, скорее всего... Ну, купаться, конечно, можно будет. Но не так приятно. Все. Осталось ждать. Все прожарится хорошенько. Я бы еще кукурузу кинул, но она там уже в червяках вся. Комары какие бесстрашные. Оголодали за зиму. Сейчас мы вам дыма добавим. Дай комара шлепну. Все, дай комара шлепну. Ну что, готово? Получилось вкусное что-то вот такое. Быстренько проглатываем. И бежим за рыбой. А там клевало вовсю, я уж не стал туда-сюда бегать. Просто повытаскивал удочки. Цапля огромная. Все, ларь-пес, я осилил рожки. Тут еще остались, но мы их скормим лещам. Ты что, устал? Ты что? У нас вся рыбалка еще впереди. Время 10 часов только. Я думаю, до утра я осилю просидеть. Где-то в 4 рассвет. Буду сидеть. То что, мы спать приехали, что ли? Будем пытаться поймать леща ночного. А вот ты спи давай. Он тебя комар укусил, у тебя уже нос распух. Сейчас покидаем шишек, будет дым. Комаров не будет. Еще волны какие-то непонятные. Бобры плавают, может. Нас почти на каждой рыбалке так бобры пугают. Ну, а когда плывет, его не слышно, он лапками гребет тихонько. Потом чего-то боится, заныривает. И напоследок хвостом со всей силы бултых об воду. Но это то же самое, что ладонью, наверное, так шлепнуть по воде. Особенно так вот сидишь, когда ночью в темноте, в полной, в тишине. В 10 метрах от тебя такой вот шлепок. Поначалу даже страшно становится. Ну, потом понимаешь, что это бобер, скорее всего. И обратно прибегаешь из леса. Так, ладно. Пойдем на рыбалку. О! Я полон сил теперь. Печку с собой. Так. Печка дыми. Надо фонарик брать. Не видно уже ничего. Ну, вроде что-то освещает этот фонарь. Давай-ка печку сюда. Угу. Фонарик тоже куда-то сейчас присобачим. И все, ночная рыбалка у нас будет. Так, что я делаю? Закидушки закидываю. Закидушки все съедены. Сейчас заряжаем новые. Я топтал эту грязь. Я тут точно навернусь ночью. Но у нас луна там будет. Будет посветлее, значит. Может, не навернусь. Так. Червячок. И отправляем его в плавание. Так вот. Чё ты, Ларри, со мной будешь рыбачить? Ты не выдержишь, мне кажется. Фух. Посидим. Посмотрим.
прохладненько. Надо будет греться тогда на печку. Так вот я. Заодно грязь подсушим. О, летучая мышка появилась. Прямо над нами летает. Один раз задела уже леску. Они тоже, видно, где-то в норах там спят, наверное. Я помню, у нас такая рыбалка была. Каждые 30 секунд мышки задевали леску. Там не поймешь, то ли клюет, то ли мышь дергает. Ну, пока тишина. Слушаем соловья. Греемся об печку. О, что-то клюнуло. Или это мышка была? Нет, клюнула. Но никто не попался. Ой, кто-то попался. Ё-моё. Ну только не вот эти вот. Всю ночь давайте. Как я ошибался, я думал, что ёрш не клюет ночью. Но что-то забыл совсем, давно не ловил его. Это окунь ночью не клюет. Ёрш клюет только так. Ой, надо ремонтировать удочку. Крючок упал в печку и сгорел вместе с леской. Да. Тянем какую-то рыбку небольшую. Ну, крупнее, чем ёрш. Ух ты. О, это хорошая рыбка. Это вроде густера. Глаза большие. Вроде густера. Кого только не увидишь ночью на рыбалке. Это что за чудо такое? Медведка, что ли? Давай, заползай. Оба-на. Похоже. Я их раньше не видел, но кажется, она должна выглядеть именно так. Ладно, пускай ползает. Ты чё напуганный такой? А вот кто-то шебуршит постоянно. И он туда смотрит. Наверное, бобер там все-таки ожил. Сейчас занимается строительством. Ну пусть, мы ему не мешаем. И он нам тоже. Совсем уже прекратились поклевки. Целый час, наверное, даже ерши не ловятся больше. Не знаем, что делать. Может лечь поспать все-таки, чтобы с утра были силы. Сейчас шишки прогорят, если ничего не клюнет. То, наверное, пойдем поставим палатку все-таки. Холодно еще, мы тут окочуримся так до утра. В палатке-то я хоть в спальнику укутаюсь. Так что давай, печка, согревай нас. Пойдем дрыхнуть. И Ларя, он хочет спать уже. В грязь ляжет, полежит, но как-то не то. А далеко от удочек не хочет отходить. Поклевка на ночь глядя. Ёрш ночной. Ну, нет так нет. Крупная рыба спит, мы тоже пойдем. Соберем палатку быстренько и дрыхнуть. Так-то можно было бы, конечно, и на стуле поспать, но уж больно холодно. Лучше спать в тепле. Нацеплю кукурузу на ночь. Может, кто-то ее и проглотит.
Плюх. Все, идем. Тут все мокрое, уже росой покрылось. Старая наша палатка. Самая первая. У нас еще новая появилась. Но пока надо эту доконать. Ну ничего, функцию палатки все еще выполняет. Спать можно в ней пока. Все, ларипес, давай дрыхни. А то завтра вареный будешь ходить. И я тоже заползаю в палатку. И часов в 5 утра проснемся. И пойдем ловить утреннюю рыбу. Так что все, до утра. Ура, мы проснулись. Все такое мокрое. Это всего лишь роса была. Так, что у нас? Все удочки на месте, ничто не уплыло. И не дребезжало вроде бы даже. Ночью я не слышал. Давай смотреть, что у нас там происходит. Все, ларипес отдохнул, да? С новыми силами сейчас будем бегать. Утро начинается с коряги с какой-то. Была кукурузина, кукурузины нет. Но это хороший признак. Опа! Прикормки, конечно, мало осталось. Но на утро нам хватит, еще макароны есть. Ночью холодрыга была. Ну, вроде даже поспать удалось. Даже проспать. Время уже 7. Вот это паучара. Ну-ка, давай сюда вот. Давай, 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 давай. Вон туда. И тут слопали кукурузу. Значит, ночью были какие-то поклевки все-таки. Смотри, на червяка что-то клюет уже. Кто-то попался. Плотвичка. Плотвичка. Плотвичка — это приятно, это лучше, чем ёрш. Что у нас тут наши пациенты живы? Да, плавают. Подлещик. Пока вот такой вот у нас улов. Опа! Ну, еще целое утро впереди. Кажется, можем еще наловить кого-то. Вот, поймал еще одну птичку. Какой-то сокол или кто это? Ну ничего, их еще много. Их тут тысячи. Ну не тысячи, но сотни точно. Все, пес, последняя прикормка. Макаронами кормить, не знаю. Смешно как-то. Есть, на кукурузу все-таки зацепился кто-то. Давай, давай сюда. Плотва здоровая. Трофейная плотва, можно сказать. Во, какая красавица. Я вообще на кукурузу плотву-то не ловил никогда. А сегодня сколько уже? 4 штуки. Брык. О, сидит что-то. Тяжеленькая. Или эта катушка просто тут забилась грязью. Не, хороший товарищ. Густера. Нет, это лещ. Сопливенький такой.
Ну, ветерок поднимается. Но сегодня уж такого точно не будет, как вчера и в предыдущие дни. Сегодня вроде будет лето у нас. Ну, Ларри, собака, ну ты как слон в магазине. Все надо задеть. Давай повесим колокольчики и покажем команду обход. Мы обещали показать. Пока вроде не клюет. Давай, Ларри, пес, продемонстрируй, как ты делаешь обход. Обход — это когда собачка обходит вокруг какого-то предмета. Ларри, обход. Вот так вот. И возвращается потом обратно. Обратно, Ларри. Давай, давай. Обход. Молодец. Но его надо заинтересовать чем-нибудь. Вкусным желательно. Либо игрушкой. Вот, допустим, собака совершенно не знает, что такое обход. Но ее можно легко научить. Пас. Обход. Молодец. Что нам для этого надо? Какая-то еда, желательно вкусная, а не просто огурец. Но сейчас Ларри голодный, он будет и огурец жевать. И, собственно, собачка, которая хочет научиться чему-то. Ну или просто хочет есть. Мы сжимаем так еду в кулак. И можно собаку водить. Так вот вводим ее вокруг предмета, говорим обход. Молодец. Обход. Молодец. И в зависимости от интеллекта собаки, ну, овчарка достаточно быстро соображает, что от нее требуется. Обход. Молодец. Ну и дворняги, и все могут понять, что нужно делать. Обход. Молодец. И потом уже можно увеличивать дистанцию и рукой просто показывать. И он уже будет сам бегать. Проглотил? Обход давай сделай. Он привык, да, по большим дистанциям бегать. Обход. Давай обход. Большой обход. Ларри, большой обход давай дуй. Хорошо. Заслужил огурец. И также всякие другие команды. Команда пас, например, у меня называется. Ларри, пас. Так вот между ног он встает. И можно с ним уже какие-то манипуляции проводить тут. Ошейник прикрепить, намордник или еще что-то. Лежать. Сидеть. Молодец. И так далее. Можно самому много чего придумать. Но больше всего он любит просто поесть. Без каких-либо команд. Грызи. Лежать. Сидеть. Стоять. Стоять он не знает. Мы не учили эту команду. Руку не надо давать. Руку не надо давать. Все, вот таким макаром мы учили. Ну, конечно, лучше делать, когда он еще мелкий совсем. Щенок. Он быстрее соображает, чем когда крупная собака, у которой уже сформировался образ поведения, мышление и так далее. Ну что у нас тут с тобой, затишье? Все слопали, наверное, пока мы обходы делали. Давай проверим. Нет, кукурузина висит. Будем тогда на червячков рыбачить. Кукуруза — это такое средство. Верное на крупную рыбу, но если ее нет, то будешь сидеть вообще без поклевок. А хочется видеть поклевки какие-то. Ура, перерыв. Вот перерыв закончился. Тянем. Никого, что ли, опять? Опять этот малек. Как тебя прогнать подальше? Ну вот, что это такое? Крючок в твою голову. Кто-то там
Хитро вылупленный из икры такой. Клюет, но не подсекается уже который раз. Сейчас мы, наверное, покидаем туда макароны все-таки. Хватит это терпеть. Как-то неожиданно закончилась прикормка. Обычно хватало. Тут целых... Нет, Ларри. Целых 2 пачки было. Плюс перловка вареная. И все кануло в воду. И ты еще ел. 10-ю часть, наверное, проглотил. Вот такая вкуснятина будет. Сейчас мы ее в кормушку загрузим. И на дно. А только руки надо помыть после этой вкуснятины. Так, вот кукуруза вперемешку с макаронами. Посмотрим на их реакцию. О! Хорошая поклевка была. Хотя я ничему не удивлюсь. Да. Ё-моё. Откуда у тебя столько сил? Ёрш. Ёрш. Больно? Ты знаешь, что такое боль, ёрш? Если нам будет нужен ёрш на уху, мы знаем, где его найти. Что у нас? Кто-то крупный будет еще? Вчера был самый крупный лещ вечерний. И пока все. Иду, рыба. Ого, это кто-то нехилый, слушай. Хороший улов сегодня. Утренний. Самый крупный, похоже. Давай-ка мы как-то возьмем руками, что ли. Ладно, попробуем так. Опа! Это крупнее, чем вчерашний лещ. Ларри, пес. Ну-ка. Дождались леща. Вот он. А клевал-то как обычный ёршик. Ерши бывают мощнее дергают. Ну, красавчик. Фух. Садочек, у тебя там друзья есть. Составишь компанию. Давай. Еще посидим, значит. Я уж хотел сворачивать удочки. Ну, с утра, потому что вообще никакого леща не было. Казалось, откуда ему взяться к обеду ближе. Вот пришел один. Ну вот они. На одного леща приходится 15-20 вот таких вот малявок. Складываю палатку, она уже высохла от росы. Можно собирать. В следующий раз новую возьмем. Я думал, спать не будем, будем рыбачить всю ночь. Но зато отдохнул, теперь сил полно. Можно было бы еще рыбачить, продолжать, но уже не клюет ничего. Одна мелочь пузатая ловится иногда. В основном уже не пузатая, а просто мелочь. Пойдем глянем, что у нас за улов получился в этот раз. Ну, неплохо. 2 подлещика крупных. Помельче, густера, плотвы много. Окуней с ершами мы не брали. Хорошая рыба. Пусть пока плавает. Другой, скорее всего, уже не будет, потому что где-то час закидушки стоят и ничего не клюет. Ну и все, давай складывать удочки. Рыбалка и так получилась. Больше нам рыбы не надо. Ой. Это рой пчел. Или ос. Нам повезло, они пролетели мимо. Фух. Да, вроде пролетели.
Надеюсь, не вернуться уже. Первый раз я вижу такое. Рядом с ульем я видел. Ну что, просто туча пролетала. Такого я еще не видел. Ну что, тут чистота и порядок. Лодку сложили. Фух, ну можно и отчаливать. Лещам всем спасибо, что клевали. Может, еще увидимся. Руки так и чешутся покидать спиннинг по всем этим корягам. Но в следующий раз накидаемся вдоволь. На спиннинг специально поедем рыбачить. Ура, машина целая, даже с колесами. Рыбалка удалась в этот раз. Ну-ка, Ларри, давай за палочкой сплавай. Вот туда вот. Давай, 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 давай. Плыви. Давай, чуть-чуть осталось. Молодец, Ларри, бери, бери. Хорошо. Давай, чё кряхтишь? Ладно, мы уже на месте. Ларри пока поплавает. Я тоже позагораю. Лодку помою, пока вещи пособираем. И будем по домам расходиться. Но в следующий раз уже на моторной лодке можно будет отправиться куда-нибудь в дальний путь. Погодка вроде налаживается. И поплывем на большую речку за большой рыбой. Ну а пока собираемся и в обратный путь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.